Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим с вами уделить внимание зеркалу и поговорить о том, что нельзя делать перед зеркалом. Помните о том, что зеркала имеют достаточно сильную магическую силу, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Вы знаете, в магическую силу зеркал верили еще с давних времен, и именно зеркало всегда использовали маги в своих практиках и ритуалах. И считается, что именно зеркало может показать как прошлое, так и будущее человека, а также влиять на энергетическое поле человека. Помним о том, что зеркало – это граница двух миров – реального и потустороннего. И влияя на энергетическое поле человека, зеркало привлекает как положительные, так и отрицательные события в нашу жизнь. Но если вы не хотите привлекать негатив, запомните, что категорически нельзя делать перед зеркалом. Во-первых, не смотритесь в зеркало после наступления темноты. Считается, что зеркало – это портал в непроявленный мир и сущностей, которые способны своей энергией негативно влиять на человека, вытягивая его силы и вызывая необъяснимые страхи и переживания, так как время силы темных сущностей именно ночное. Поэтому и не рекомендуется с наступлением темноты смотреться в зеркало, особенно в период между 12 и 3 часами ночи. По этой же причине категорически запрещается располагать зеркало в спальне так, чтобы в нем отражалась кровать. Также нельзя смотреться в зеркало, если в доме есть покойник, потому что наши предки верили, если человек умер, то зеркала в доме всегда завешивали, потому что считается, что душа человека не сразу отходит в мир иной, а какое-то время находится среди живых, родных людей и в доме, где жил человек. Люди верили, что душа вместо того, чтобы уйти в мир духов, может по ошибке войти в зеркало и остаться в нем, а значит и в этом доме. Поэтому зеркала в доме всегда завешивали. И по одним народным приметам до похорон, по другим нельзя было снимать завесу 40 дней. Все зависит здесь, конечно, от традиций, обычаев. Даже в крупных городах осталась эта народная примета. И наши предки, наши бабушки, наши дедушки не зря эту народную примету чтят, потому что понимают, что в этом есть что-то очень важное и нужное и сакральное. Также нельзя, чтобы в зеркале отражались какие-либо негативные эмоции человека. Злиться и плакать перед зеркалом нельзя, потому что зеркало отражает обратно все, что в нем отражается, и возвращает тот же отрицательный энергетический заряд, но уже с утроенной силой. Не жалуйтесь и не показывайте зеркалу никогда свои слезы. Не говорите своему отражению о каких-то ваших недостатках, о болезнях, о возможных каких-то проблемах и тяжелых жизненных ситуациях, о нехватке денег, о вашей душевной боли, а также не подходите к зеркалу в часы страданий и депрессий. Потому что потоки негативной энергии, поступая и отражаясь от зеркала, принесут еще больше страданий и еще больше душевной боли. И наоборот, чаще улыбайтесь своему отражению в зеркале, хвалите себя, проговаривайте утверждающие положительные слова, свои желания и только сильные стороны вашей личности. Также никогда не ешьте перед зеркалом, потому что наши предки говорили, что так можно заесть все хорошее, и ум, и здоровье, и красоту. В любом случае, чтобы это не было, никогда не стоит есть перед зеркалом. Также никогда не подносите к зеркалу маленьких деток, потому что у всех малышей, младенцев есть очень слабое защитное биополе. И энергетические маленькие детки очень уязвимы и подвержены негативному влиянию потусторонних сил.
Издавна у людей даже существовал определенный обычай прятать зеркала, если в доме появился ребенок. Наши предки знали, что маленькие дети очень уязвимы энергетически, поэтому старались всячески оберегать их от негативного влияния зеркал, особенно во сне. Поэтому детские кроватки никогда не располагали рядом с зеркалами. Если в вашей семье или кого-то из близких появился маленький ребенок, особенно грудничок, старайтесь, чтобы он вообще не показывать ему его в зеркале, не показывать ему зеркало вообще как предмет, и старайтесь до тех пор, пока он не начнет ходить, не показывать ему зеркало. А в тот момент, когда его нужно будет познакомить с зеркалом, обязательно сначала расскажите и поделитесь о том, что есть такой предмет, который отражает нас самих же, чтобы ребенок не испугался, иначе это может привести к каким-то плохим последствиям уже в далеком будущем. Также не смотритесь в зеркало одновременно с кем-то другим, потому что зеркало, оно способно отражать не только явные эмоции, но и всевозможные чувства, а также ваши мысли и ваши желания. А если другой человек испытывает к вам негатив, например, чувство зависти, злости, ненависти, то зеркало может этот негатив отразить и при этом не вернуть тому человеку, который зол на вас, а именно передать вам. И представляете, какой микс энергетики вы получаете? Да, скорее всего, вы этого не почувствуете. Но пройдет не так уж много времени, и со временем у вас начнут происходить непонятные для вас события. Знаете, возможно, такое было. Также никогда не смотритесь в разбитое и треснувшее зеркало, а также в доме не должно быть зеркал с несколькими поверхностями. В таких зеркалах отражение человека дробится на несколько частей, разрушая биополе и тем самым нарушая энергетику. Разбитое зеркало вообще считается плохим знаком, знаете, таким вот предостережением о грядущих каких-то неприятностях и о том, что человек что-то, возможно, делает неправильное в жизни. А для гармонии и положительной энергетики дома должны быть всегда цельные зеркальные поверхности, без узоров, каких-то дроблений и всевозможного прочего декора, который может разделять отражение. Также в зеркале не должны отражаться фотографии вас, ваших деток, а также какие-либо семейные фотографии. Считается, что таким образом отражение человека на фото и в зеркале одновременно создает коридор, по которому к человеку легко могут проникнуть сущности из зазеркалья и негативно повлиять на энергетику, вызывая тем самым ночные кошмары и страхи.